Врачи сначала подумали, что у новорожденной Джой небольшая опухоль в животе. Однако дальнейшее обследование выявило нечто по-настоящему пугающее. Майкл вез свою жену Сюзанну в больницу на полной скорости. У нее начались преждевременные роды, и она кричала от боли. Майкл пытался сообщить врачам всю нужную информацию, а Сюзанна уже почти теряла сознание. Врачи поняли, времени нет. Кровяное давление женщины было опасно высоким, ребенок страдал, и срочно потребовалось кесарево сечение. Во время операции Сюзанна оставалась в сознании. Все шло критично. В какой-то момент послышался крик младенца, слабый, но живой. Сюзанна попыталась увидеть своего ребенка, но ее внезапно охватила темнота. Майкл в панике наблюдал, как его жена обмякла. Врачи срочно начали реанимацию. Была потеря крови, сердце остановилось. Майкл в отчаянии молился рядом со своей новорожденной дочкой, прося Бога спасти жену. И произошло чудо, Сюзанна пришла в сознание. Майкл показал ей малышку, и она, изможденная, смогла увидеть свое маленькое чудо. Однако через несколько минут ребенка увезли на анализы. Родители начали беспокоиться, Джой была недоношенной, и это могло повлиять на ее здоровье. Сюзанне дали успокоительное, а Майкл остался наедине со своими страхами. Его не подпускали к дочери и велели ждать в приемной. Это только усиливало его тревогу. Когда в палату зашел врач, по его лицу было видно, новости плохие. Он сообщил, что девочка отказывается есть, живот вздут, и им нужно продолжить обследование. Сюзанна вспомнила про странную опухоль, которую увидели на последнем сканировании еще до родов. Она рассказала врачу, и тот сразу понял, что это может быть связано. Обследование начали с живота, и действительно, там обнаружили образование, которое ни к чему не было прикреплено. Врачи сначала не хотели паниковать, но решили провести цветное сканирование. Поскольку девочка была слишком маленькой, они использовали специальное красящее вещество для лучшей визуализации. Во время процедуры один из врачей внезапно вышел из комнаты, и Майкл сразу понял, что дело серьезное. Когда медики вернулись, они были растеряны. Образование в животе оказалось плодом. У Джой внутри рос еще один, неразвитый эмбрион, ее брат или сестра-близнец. Врачи объяснили, что это крайне редкое явление фетус ин фету, когда один близнец поглощает другого на раннем этапе развития. Это звучало как сюжет научной фантастики, но было реальностью. Майкл и Сюзанна были потрясены, но им предложили операцию. Чем раньше ее провести, тем меньше риск. Сюзанна все еще была слаба, поэтому решение принял Майкл начинать немедленно. Операция была сложной. Врачи аккуратно удалили ткань неразвитого плода размером около 2 дюймов. Это был необходимый шаг, чтобы Джой могла начать нормально питаться и расти. Все прошло успешно. Джой быстро пошла на поправку. Хотя осознание того, что у них могли быть близнецы, причиняло боль, родители были благодарны за спасение дочери. Она стала одной из самых редких пациенток и благодаря высококлассной медицинской помощи продолжила жить обычной, здоровой жизнью. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!